Всем-всем-всем привет с града Измаила. Раиса Греченко сегодня по просьбе многих делится своим опытом по приготовлению вяленых томатиков на зиму. Вот это уже готовые у меня томаты. Вот они сейчас уже провялились очень хорошо. Я сейчас покажу, как я их в дальнейшем буду. Вот смотрите, уже видите, они очень красиво уже подсохли, провялились. Электросушилка у меня. Что делать дальше? Значит, после того, когда они уже, вот наливаю чуть-чуть масла на дно 3-литровой банки. И сюда же рассыпаю по всему периметру чесночок. Вот. Он должен быть равномерно. Есть для этого у нас вот такая штучечка. Итак, теперь вот эти кусочки. Посмотрите, какие они красивые, ароматные. Вот эти кусочки выкладываем в банку. Они легко достаются, не присыхают в сушилке. Можно это делать и в газовой плите, тогда они быстрее приготовятся. Можно в электрической плитке. Но у меня есть сушилка, и очень удобно специи на нее накладывать. Я сейчас вот это вам покажу, как готовить. Дальше, снова же, теперь, чтобы не было воздуха, значит, с каждый слой мы берем вот так, прижимаем. Обязательно. Вот слой мы уже выложили. И теперь снова поливаем масличком. Эти томатики очень хорошо будут храниться всю зиму. Они практически хранятся до весны. Очень хорошо. И снова же чуть-чуть чесночок. Можно вот такими кружочками, можно мельче резать. Мне удобно, мне нравится вот этими кружочками. Порезали. Снова же разложили вот это все в банке. Вот, снова еще раз этой маленькой такой деревянной лопаточкой прижали. И укладываем следующий слой. Вот аккуратненько туда специи все сюда, все идет. И так далее. Слой за слоем чуть-чуть маслица, чесночок и снова слой томатиков. И так пока полная банка не будет набрана. Потом, когда набираете уже полную банку, вот так наложили, заливается маслицем и плотно-плотно вот закрывается вот такой плотной крышкой. И это ложится в холодильник. Значит, вот это годится для приготовления пиццы, для любых каш, картофель, что угодно. Хочу вам сказать, что очень вкусно, мне очень понравилось. Этим рецептом поделилась моя очень хорошая знакомая, соседка замечательная. Она прекрасно это готовит, и она со мной поделилась. Я попробовала, и мне очень захотелось тоже это делать. И вот я делаю. И тем более, что многие попросили рассказать именно об этом рецепте. Но это финишная точка. А теперь, как их нужно готовить. Итак, нужны для этих вяленых томатиков, нам нужны будут сливки. Томат-сливка. Должны быть плотные томаты. Что делаем? Разрезаем на 4 части. Если у вас большой противень, то можно делать на 2 части, как угодно. Мне нравятся вот такие. Выбираете семечки. Я дальше уже подготовила. Вот. И теперь нужно обязательно макнуть каждый томатик в специи. Вот такой вот специи, соль, сахар. Сейчас я вам расскажу, какое количество чего нужно. Это у меня уже осталось с прошлого раза. Значит, смотрите. Я сейчас сюда добавлю ложка соли сверху. К ней, запомните, идет 1, 2, 3, 4 ложки сахара. Итак, дальше сюда же пойдет на эту пропорцию на ложку соли, на 4 ложки сахара, ложка кориандра пойдет. Получается, будет как раз даже чуть-чуть больше, оно не помешает. Дальше базилик, то же самое, нужна ложка. Где-то себе записывайте или отмечайте. Специи должны идти по ложке, вот эти. Так, видите, ложка сверху.
базилик. Ну и очень важно, они разные фирмы есть. Вот это можно ложить, этих больше. Этих можно ложить 2 ложки специй. Раз, два. Ну ничего, лишнее тоже не помешает. Вот эти травы дают такое необыкновенное. Видите, тут еще у меня есть. Значит, запомнили: базилик, кориандр, итальянские травы. Итальянских трав 2 части, базилик и кориандр по 1 части. И хорошенько перемешать. А теперь еще добавим пикантные. Черный перчик. Обязательно нужен черный перчик или смесь разных перцев. Я ложу не очень много. Я потом уже, когда готовлю то блюдо, которое будет, я там добавлю перчика. Сейчас достаточно этих перчиков количества. И хорошенько перемешиваю. Чуть-чуть соль крупная. Ее нужно размельчить. Смотрите, что получается. Вот эти специи, это уже готовое то составляющее, в которое мы можем помещать. Можно в томаты насыпать отдельно. Мне очень нравится количество этих специй побольше. Поэтому я каждый кусочек томатика беру и вот так вот каждый отдельно отправляю в набор этих специй, сахар и соль. И так раскладываю полностью всю вот эту формочку. И выкладываю в сушилку. У меня таких их получается 5 штучек на сушилочку. Сушу с перерывами. Я всегда сушу с перерывами, потому что нужно беречь двигатель. Вот, и отдохнуть чуть-чуть, остыть этому всему оборудованию очень хорошей этой сушилочки. В общем, вот так закладываете и оставляете небольшое количество для того, чтобы воздух гнал. Но если вы будете ложить в противень, то обязательно нужно застелить бумагу и на бумагу друг у дружки складывать. В противне на газовой плите на самом маленьком огне, вначале большой, потом самый маленький, это 4 часа продолжается, очень много газа. Вот. Я вот в течение где-то 8 часов с перерывами небольшими вот эту сушилочку подготовила и сделала. Но 8 часов это полчаса работает, 15 минут отдыхает, открываю, переставляю, их постоянно нужно перемешивать. И вот таким образом вот эта сушилочка будет сушить, готовить новую партию вот этого прекрасного вкусного томатика вяленого. Рекомендую это приготовить, потому что небольшое количество в холодильнике надо хранить, но дает такой аромат. Такая вкусная пицца получается, когда добавляешь вот эти томатики. Просто невероятно вкусно. Надеюсь, что я расложила все по цепочке. Думаю, что все четко, понятно и ясно. Если какие-то вопросы, пишите. Если какие-то нюансы, что-то не так, тоже обязательно отмечайте. Жду ваших комментариев. Можете лайкать, можете не лайкать. Это ваш выбор. А я пока прощаюсь с вами. Будьте мне здоровы. Готовим вкусности дальше. Здоровая еда – это здоровье.